Как вы, вероятно, знаете, Джонни Депп вышел победителем из недавнего судебного процесса, в котором отстаивал свою честь и достоинство. И в этом судебном процессе было много странных моментов, которые стали вирусными. Однако в жизни и карьере Деппа было немало странных событий, о которых я вам расскажу в этом видео. Видео будет коротким и как один сплошной факт, но вам должно понравиться. Поэтому сразу ставьте лайк, подписывайтесь и начнем. В 2008 году Джонни Депп сказал создателю Бивиса и Батхеда Майку Джаджу, что ему интересно сыграть Бивиса в игровом фильме. Депп и Марлон Брандо шутили по поводу персонажей Бивиса и Батхеда во время съемок фильма «Дон Жуан де Марко». Джадж сказал, что рассматривал идею снять Бивиса и Батхеда с живыми актерами, но из этого ничего не вышло. Для фильма «Ранго» все актеры, включая Джонни Деппа, собирались вместе и разыгрывали каждую сцену как театральную постановку, чтобы анимация вышла более живой и органичной. Депп потратил $3 миллиона на то, чтобы взорвать прах Хантера Томпсона. Это было сделано с помощью пушки, которая была установлена на вершине почти 50-метровой башни в форме кулака с двумя оттопыренными большими пальцами, сжимающими рукоять кинжала с пуговицей пейота вместо клинка. Главную роль в Эдварде Руки-ножницы изначально предлагали Тому Крузу, но он хотел более счастливого конца и отказался. И прежде чем роль отдали Джонни Деппу, на нее рассматривались еще Том Хэнкс, Гэри Олдман, Джим Керри, Джон Кьюсак, Уильям Хёрд, Роберт Дауни-младший и Майкл Джексон. Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл пожертвовали свою зарплату за воображариум доктора Парнаса дочери Хита Леджера после того, как он скончался во время съемок, и они исполнили его роль. Дуэйн Джонсон был вторым выбором Тима Бёртона на роль Вилли Вонки в «Чарли и шоколадной фабрике», на тот случай, если бы Джонни Депп был занят. Во время съемок «Пиратов Карибского моря» в Лондоне Джонни Депп получил письмо от местной 9-летней девочки, в котором она попросила его помочь начинающим пиратам организовать бунт против учителей. Депп без предупреждения появился в школе в полном костюме Джека Воробья, но посоветовал не бунтовать. Он обнял девочку и сказал: «Возможно, сегодня нам не следует устраивать бунт, потому что на улице за мной следит полиция». Джонни Депп бросил школу, чтобы стать рок-музыкантом, и когда 2 недели спустя он решил вернуться назад, директор посоветовал ему следовать своей мечте стать музыкантом. На съемках фильма «Пираты Карибского моря» на странных берегах Джонни Депп купил всей съемочной группе куртки на $62 тысячи, потому что последний съемочный день был дождливым. Джин Уайлдер отказался смотреть ремейк Вилли Вонки 2005 года, потому что не хотел разочаровываться в Джонни Деппе, хотя, как по мне, он отыграл свою роль очень хорошо. Джонни Деппу много лет подсказывали реплики из фильмов через наушник, но это очень спорный факт на самом деле. Руководство Дисней поначалу было обескуражено тем, как Джонни Депп изображал Джека Воробья, задаваясь вопросом, пьян он или гей. Депп ответил руководству Дисней, что они могут или довериться его чутью, или уволить его. Было время, когда Джонни Депп всегда путешествовал со своим костюмом Джека Воробья, чтобы иметь возможность при необходимости посещать детские больницы в образе своего персонажа. Дочь Деппа чуть не умерла от инфекции кишечной палочки и длительное время находилась в больнице. Чтобы отблагодарить больницу за заботу о ней, Депп переодевался Джеком Воробьем и 4 часа читал детям сказки. Депп каждый год закрывал клуб, которым он частично владел на Хэллоуин, потому что его хороший друг и коллега-актер Ривер Феникс потерял там сознание и умер прямо у него на глазах. Он делал это более 10 лет, пока не продал свою долю клуба. Джонни планирует вылить свои кремированные останки в бочку с виски и просит всех присутствующих на его похоронах сделать глоток. Наш капитан вернулся в Америку только для того, чтобы не платить налоги во Франции. Настоящий пират. Депп сделал одинаковые татуировки с Дэмианом Эклсом, невиновным человеком, который провел 18 лет в камере смертников. Также Джонни Депп изменил 2 свои татуировки после 2 расставаний с женщинами. На первой было написано «Вайнона навсегда» для Вайноны Райдер, а стало «Вино навсегда». Второе изменение было сделано после его второго развода с Эмбер Хёрд. Прозвище Хёрд Слим, стройное, было на его правой руке и превратилось в скам, сволочь. Джонни Депп решил забрать на свое попечение свою коллегу по сонной лощине по кличке Златоглазка после того, как узнал, что одноглазую лошадь собираются усыпить. Первое выступление Джонни Деппа в роли Джека Воробья принесло ему номинацию на премию «Оскар». Роджер Эберт, известнейший кинокритик, писал: «Ни в одном другом фильме никогда не было такого пирата или человека, как этот».
Джонни Депп также почетный член нации Команчи, ему дали имя, которое означает «оборотень». Депп начал курить в 12 лет и играл на гитаре в рок-группе The Flame. Он потерял девственность с поклонницей в возрасте 13 лет на заднем сидении фургона группы. Джонни Депп ненавидит смотреть на себя на экране, и ему нужно несколько бутылок вина, прежде чем он сможет переварить это зрелище. Продюсеры опасались, что образ, придуманный Джонни Деппом для Джека Воробья, не подходит для «Пиратов Карибского моря», а глава Disney Studios даже воскликнул: «Черт возьми, Джонни Депп портит наш фильм». Но тем не менее, после успешного окончания суда с Эмбер, Disney начали переговоры с Деппом о его возвращении во франшизу, и они готовы заплатить ему $300 миллионов. Если вы знаете интересные факты, о которых я не упомянул, то жду вас в комментариях. А пока что не забывайте жать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых роликов. И также зацените видео о том, как снимали фильм «Пираты Карибского моря» и как изменились актеры этой франшизы. До скорого!